Добрый день, друзья-товарищи. В эфире обзоры и тесты от Бардача. И сегодня отвечаем на такой частый мужской вопрос, который мне задают. Вопрос звучит так. Расскажите про пользу и вред воздержания. Многие рекомендуют для восстановления мужского здоровья. Хочу попробовать. Вот такой вопрос. Реально с этим воздержанием меня уже достали. Много раз по этому поводу я уже высказывался, но, видимо, пришло время записать конкретное видео, что я по поводу этого думаю. Идея воздержания, в общем-то, основана на том, что если воздерживаться от секса какое-то время, либо совсем им не заниматься, то якобы организм приобретает какие-то новые невиданные свойства, становится сильнее, умнее, ну и все такое, потому что не тратит энергию на половые функции. Данная идея очень популярна в различных религиях, у различных там монахов, в их учениях. И некоторые современные люди тоже эту идею продвигают. Так вот, нужно ли это? Будем разбираться. Даже среди моих личных знакомых есть несколько человек, которые активно топят за воздержание. Но, причем весь прикол в том, что это как раз те люди, которым женщины и так не дают. Как правило, это люди с глубокими психологическими проблемами разного характера. Но я говорю конкретно про моих знакомых. Ну, ко всем воздержанцам у меня тоже есть вопросы. Скорее всего, у них тоже какие-то психологические проблемы. Получается, ну вот на примере моих личных знакомых, которых я знаю 4 из моего ближайшего окружения, получается, что у них воздержание является вынужденным. То есть им и так просто никто не дает. Но чтобы не выглядеть неудачником, прежде всего, наверное, в своих собственных глазах, они топят за воздержание. Типа воздержание – это, по их мнению, хорошо. И могу предположить, что остальные воздержанцы примерно такого же качества. Так вот, есть фанаты воздержания, которые по религиозным каким-то соображениям это делают. Таких я еще частично могу понять. Но те, кто топит за воздержание и говорят, что это якобы полезно для здоровья, для ума, вот таких не могу. По-моему, воздержание – это полная глупость. Ну и расскажу примерно, почему я так думаю. Так вот, друзья, наш организм за миллионы лет, пока происходила человеческая эволюция, выработал некоторые алгоритмы действия. И один из таких алгоритмов – это регулярный секс. Что значит регулярный? Врачи говорят, что заниматься им нужно не менее чем 1 раз в неделю. Можно больше, если есть желание и возможности, но не менее 1 раза в неделю. Вот это и есть регулярный. А что будет происходить, если им не заниматься? Если его нет, но хочется, это будет приводить к психологическим проблемам. Мозги будут расстраиваться. Если его нет, и, собственно говоря, и не хочется, то налицо уже есть какие-то физиологические проблемы со здоровьем, и нужно ими заниматься, нужно их лечить. Что будет, если длительно воздерживаться? Любая функция в нашем организме, если ей длительно не пользоваться, она угасает. Если длительно не тренировать мышцы, они становятся слабыми, атрофируются. Если не тренировать мозги, становишься тупым, глупым. И также, в общем-то, с половой функцией. Весь мой канал, который вы смотрите, посвящен тому, чтобы усиливать половые функции, а не угасать их, не ослаблять. То есть. А вот воздержание неминуемо приведет к их ослаблению. Но я думаю, вы понимаете. Я консультировал в своей жизни довольно много людей, у которых было вынужденное длительное воздержание. Тех, кто сидел в тюрьме, моряков, которые плавают там в длительное плавание по году, военных. И у всех у них были какие-либо проблемы в половой сфере. У кого-то плохо стоял, кто-то быстро кончал, у кого-то появлялись воспалительные процессы типа простатита, везикулита, другие проблемы, психологические проблемы с головой. Но почему-то никто из них не сказал мне, как хорошо от длительного воздержания я стал умнее, сильнее. Ни один так не сказал. Итак, друзья, какой вывод? Воздержание – это довольно опасная вещь
для половой сферы. Насчет пользы для мозгов, которую она приносит, это не более чем религиозный миф из далекого прошлого. При длительных периодах воздержания вашими спутниками, вероятно, станут проблемы с психикой, плохой стояк, простатит и разные другие вещи. Я рекомендую не заниматься ерундой, а заниматься сексом. По-моему, это намного интересней. И если женщины нет, только тихо, чтобы нас никто не услышал. Если женщины нет, то есть рука. Только не говорите, что это я посоветовал. Все-таки лучше женщину завести, а лучше двух. Так будет интересней. Вот такие дела, друзья. Получилось довольно-таки долгое видео. Я думал быстрее. Но нормально, зато полезно будет. Если вам понравилось, ставьте лайки. 2 лайка можете поставить, даже 3. Пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну и подписывайтесь на мой канал, если вдруг до сих пор вы еще не подписаны. Потому что дальше будет много всего интересного. Ну и да пребудет с нами сила. Тадалафила! Хо-хо!